Герка, отпустил там. Ага. Давай. Мы находили много импортного. Это травы мы находили на берег выкинуты. Все импортное. Ящиков очень много импортных. Получается, какие-то зарубежные, наверное, суда какие-то ладят тут, наверное, у нас. Ну и слышали, говорят, что тут неплохо они ловят. Получается, как бы вроде у нас ловят, как говорится, чужие. Корюшка немножко есть. Ой-ой-ой. Дырка-то маловатый делали. Идем-то еще. Где-то полтонны, да? Полтонны, смотрите. Тут столько рыбы просто. Ну, кто я никогда не ловил. Ну, и она морская, что она мигрирует, пришла, ушла. Сейчас все поотдавали куда-то, не знаю, где в Тюмени или в Москве, это все решается. Вроде все заявку, все отдадут, все нашим квоты не дают. Сейчас посмотрим, видно будет. Будем считать, когда она будет там. А то сейчас порвется, мотня уйдет все. Один мой рыбак хороший всегда говорит, грех жаловаться. Жаловаться грех. Покушать попало. Золотые слова. Тут же и Баренцево море, тут же и Карское море получается. Тут у нас течение, этот ветер дунул со стороны запада, северо-запада. У нас со стороны Баренцева моря занесло сюда течение, теплое течение, вот оно вообще всегда заносит рыбу очень много, и вода как будто аж чувствуется, что она теплая, приходит течение теплое. А если вот с севера дунет оттуда, севера, чуть-чуть северо-восток, вот там вот ледяное, но уже руку, там аж минусовая температура в воде аж. Ну, она соленющая такая она. С Карского моря вот приходит, она вообще холодная вода. Аж руки это само ломит. Рабочий день бригады рыбаков Сергея Попова начнется с подготовки майны для новой рюжи. Еще нужно успеть проверить сети в других местах. Домой вернуться за полночь, но на это есть причины. Рыба пошла, а значит, не время отдыхать. Ну что, ребята, предстоит нам сегодня попадеть. Герка! В этом месте же немного поворота. Получается, чуть-чуть поворот. Герка, осторожно, чтобы эти ногти не подстриг. Что, затопило, что ли? Не достает еще бур. Неудобно крутить. Уже все, уже вот столько еще пробили, не это. Вы, конечно, не там сверли, там вечная мерзлота же. Но мы ее пробить хотим. Ну, давай. Флаг вам в руки. Глубина в первой просверленной лунке для крыла рюжи слишком мала, но позволяет наловить рыбы на обед.
что рыбу не кушайте. Ты нарезай? Ну, вот и Да? Берите, режьте, что вы? Ножик есть. Маленький, что ли? Еще? Старый, все. Вредно. Вон, кому надо, знаете. Одна. Верха не попробовал. Пробовал. Нормально. Нормально. Чаю как раз сладкая. Да, расслабленно нужно. Конечно. О, что-то не сюда. Что-то совсем не упали. Тоже летит. Да. Рюжа более добычлива, чем сеть. Рыбы выпутывать не приходится, проверять каждый день тоже не обязательно. Но и затраты гораздо больше. Поставить ее правильно, учитывая приливы и отливы, целое искусство. Поэтому сети тоже ставят. Да, где-то сетки надо проверить. Завтра тогда поставим, да? Да. Сеток надо проверять. А, давай, ты унеси, да. Поможешь? А на улице-то не май месяц. Двери надо закрывать, Дима. Закрываем, закрываем. По прогону не видно было, прилив или отлив. Ну, понятно. Нейтралка. Так. Слышишь, а раньше? Держишь. Нейтралка. Не, наоборот, не будет. Вот такой.
Движением. Сегодня послаблено, чем вчера. Вчера веселее было. Вот я прилив был, так много было. Но домик, конечно, выручает. Разденешься, на улице минус 50, здесь плюс 25, как летом. Ну, так бывало, да? Ургу, да. Метр два, вообще не видно ничего. Бывало, что завязывались, до той лунки идешь, завязываешься, чтобы это не потеряться. Вообще в метре ничего не видать. Какая пурга была. На вытянутую руку не видно. Не ночуешь. Зачем дергаться, в такую пургу куда-то ехать? Ничего не видатишь. Хоть до базы недалеко, километров 10, но все равно. Ходишь, какая круто пахнет. Только видно, с моря пришла. Пусть подольше, зато не спеша. Печечка топится, стоит чайничек на печечке тепленький. Ты спокойно себе знаешь, что дом у тебя, как говорится, над головой. Крыша над головой есть. Если что, и переночевать можно, и погода даже испортилась. Ты всегда как бы на месте. Наше дело поймать. Так как чувствовали, главное, ее сделали, привезли, и морозы как дали. Где тебе день, где тебе ночь? Тяжело, не тяжело, просто не понимаешь. Просто зато до кровати доходишь, даже бывает плохо помнишь, уже просто тух. Утром проснулся, глаза открываешь, думаешь, ой, слава тебе, Господи, я поспал немного. Пока рыба идет, надо. Сам же знаешь, что там. Может быть, может не быть сейчас, пока есть надо. Масло там есть еще? Оставалось еще на улице. Если постоянно здесь не находиться, не мучиться, то ты как бы можешь пропустить это, правильно? Она может за неделю так тебе дать, что и масло даже позволить себе можем. Новая морская рыба, мы же ее никогда не видели. Вот корюшку первый раз я увидел, когда нас на Обскую губу отправили в Сунай-Сале. Не знаю, сколько лет, 10 назад, наверное, вот больше даже. Туда мы ездили. С боржой все, рыбачили на рюже. Стоят завесы, крылья. Все. Как лабиринт заходит, тут у нее как воронки такие, чтобы она туда заходила, обратно не могла выйти. Надежда есть. Прилив большой был. Видно, вода очень соленая, как каша. Если северо-запад дул со стороны Баренцева моря, он обычно наш кормилец. Раньше, первые годы опыта не было. Рядом кидали этот лед. А что, она каждый раз кинула, она завтра потемкой выровняла. Получается. В следующий раз опять так. И потом 2 недели продержали. Вот такой паромдей намело. Мы туда аж ползали внутрь. И пожалели об этом. Сейчас вот поумнее, так все в сторону подальше оттаскиваем, чтобы зато всегда ровненько выдувает. Не наметает ничего. Век живи, век учись, правильно. Мне кажется, всю жизнь можно прожить.
и до последних дней чему-то в жизни учиться. Костя, ты оранжевые перчатки взял? Дай-ка. Герка, все! Нейтралка! Нейтралка! Костя, да? Помогай! Низ уже, по-моему, пришел, да? Низ лови! Костя, низ на эту зацеп. Держи-ка, Дима, Дима. С этой стороны подержи. Все, Димка, вот сюда, ступай. Все, Татьяна, я не дошел! Радуй! Больше ты посмотришь. Ага. Давай еще. Давай. Звук что ли? Что, отходи? Один мой рыбак хороший всегда говорит, грех жаловаться. Жаловаться грех. Покушать попало. Золотые слова. На ваге вычерпывали поставили. Но корюшки столько первый раз. Вот 6-й год уже здесь. Покоряем просторы Байдарадской губы. В Обскую губу отправляли раньше нас на корюшку. Там мы это ловили. Ну там одно течение. Как бы легко было. А тут как бы сегодня 4 часа туда течение, 4 обратно. Немножко сами додумывали, как делать так, что уже получается рюжу надо завязать и туда, чтобы ее не снесло, и оттуда не снесло. Получается, как бы додумывали сами там, как проверять, чтобы как выкинуть, соображали. Ну так, мелкие, да, конечно, где-то кто-то что-то подскажет, где-то у стариков где-то что-то. Вот Костя, потомственный рыбак. У него и отец потомственный рыбак. Где-то он нам подскажет. Трахли как-то чуть-чуть. Трахли. Кто-то, конечно, со стороны видит, им кажется, все легко и просто пришел, начерпал рыбу сколько надо. Чтобы к этому, тем более, места новые, изучали, потихонечку идем к этому. Рыбаков здесь нет сильно. Это там, на Оби, на Обской губе, там попроще, там уже как закон. А тут ты можешь такое время приехать, вот, хоть месяц, неделю просидеть и ничего не поймать и подумать, что тут рыбы нет. Это наш Боженька вознаградил за адский труд зимы. Там чего только не было, ой. Там просто не каждый выдержал. Такие морозы были. Это вообще жесть. Хочешь, не хочешь. Пурга, не пурга. Мороз, не мороз. 50 вообще железно. Почти 50 всю зиму стоял. Там туда звоним, Салихар, там 40 с лишним. У нас полтоса железно. Костя, а как вы сюда добираетесь? До Снегохода. Далеко? 250 километров до Хасаева. Десять тысяч километров уже накатал на снегоходе. Вот так вот. А если мороз? Без разницы. Наконец-то я попал на рыбалочку, ребята. Вы не поверите. Килограмм 100 поймал? Не. Ну, тонна, может быть, есть.
Омега-3. Морская рыба. Полезная для здоровья. Как тюленей жир, так и навага. Вода идет на прилив. Да. Надя, отпускай! Все, отпускай! Все, можешь завязывать, намотай, говорит. Давайте побольше. Больше мало. Подмерзнет. Будем сортировать. Тарить мешки. Правда, мороза нет. Одно дело ее поймать, второе дело ее привести в надлежащий вид. Это еще хорошо повезло, сейчас лишь погода хорошая. Поземки нету, а так вот сразу все заметет и все. Ребята, здесь рыбы нету. Нету, точно говорю. Так. Сковородка есть. Огонь есть. Рыба есть. 4-4. Ну ты, Коля, сегодня днем дал, конечно. Я столько рыбы не видел. Смачиваете ее в соленой воде. Главное, рыбу нужно не пересолить. Годится. Кто не ел корюшки жареные, тот в своей жизни многое потерял. Да, если бы не устали, конечно, можно было бы всю ночь ловить. Увы, все хорошее когда-то кончается. Ты про машинку говоришь? А вот эта машинка и мороз, и ветер, и холод. Еще даже крепче, лучше, чем Зингер. Безотказная. На-на-на-на-на-на. Все будет хорошо. На-на-на-на-на-на. Куда бы ты ни шел. Налево трудный бой. Направо мир пустой. На-на-на-на-на-на. Все будет хорошо. Ой, а электричества-то нету.